Троечки, привет. А, Прежде чем начать, хочу всех позвать в манифест. В манифесте вы научитесь чистить себя, защиты ставить как себе, так и другим, чистить квартиру, ну, жилье свое, научитесь чакры чистить, защищать и так далее. И всему научитесь без шизофрении. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И расклад у нас, что он чувствует и думает о тебе. Давайте, я думаю, начнем наш расклад. Итак, троечки. Что сейчас между вами? А между вами все понятно. Тихие, но вот живые качели. Вот не знаю, как по-другому сказать. Он к тебе эмоционально привязан. Ты ему не просто там знакомая из списка телефонов, да? Но он ведет себя аккуратно. Как вот, знаешь, как ученик на первом уроке в первом классе. То есть он не драматизирует, признаниями не сыпет. Он, знаешь, он скорее действует осторожно, нащупывает почву. То пишет там какой-то нейтральный повод, да, то там лайк поставит в соцсетях. То, что вот, как сказать, он тебя, нет, любовь это слишком громко будет сказано. Ты ему нужна, но он нащупывает почву осторожно. Понимаешь? И с виду это выглядит как вот легкий контакт, возможно, какое-то формальное общение, но под этим прям чувствуется, что он держит тебя ближе, чем остальных. То есть его отношение к тебе мягкое, бережное, даже если вид делает, что у него все спокойно. И между вами сейчас такой формат общения. Он взрослый, а ты — это важный человек. Но он не знает, как к тебе подступиться так, чтобы вот не облажаться, да, и не вспугнуть. Он как будто вот считает, что права на вот эти яркие жесты у него нет. Поэтому он по-другому, он линию такую берет: я рядом, я в доступе, я не исчез. Но нахрапом, как говорится, брать ее не буду. Ты для него не вот эта проходная история. Нет, он выделяет тебя на фоне остальных, но общение как будто на уровне вот этого разогрева, понимаешь? Он постоянно ищет предлог проявиться, но к чему-то серьезному не переходит. И ты это чувствуешь, потому что ты чувствуешь теплоту. Есть она, есть внимание, но вот ясных шагов нету. Между вами такой вот спокойный контакт, когда он вроде бы просто общается, но внутренне ты чувствуешь то, что он к тебе относится не совсем как к обычной женщине. Понимаешь? И он, да, реально считывает все твои реакции. Если ты сухая, он отходит, если ты мягче, он оживает. То есть связь есть, но она эмоциональная. Понимаешь? Типа обертка такая, он тебя... Да блин, любовь слишком громкое слово. Ты ему нужна, но он это все оборачивает в такую обертку, ну, я просто так, по-дружески. Понимаешь? Как мальчишка, так скажем. Что к тебе чувствует кашу. Понимаешь? Но не такую, типа, не знаю, хочу, не хочу, а вот такую, я ее очень хочу, но сам себе не разрешаю. Понимаешь, вот такая. К тебе у него реальные эмоции. Он тянется к тебе, ему с тобой спокойно, он чувствует, что ты его глубже понимаешь, чем он показывает, и ему с тобой тепло. Ты для него как вот
как вот сказать, как дом. Есть же, ну, не такая огромная, да, как дом. Это вот как, знаешь, вот как родной дом. Заходишь в него, и тебе тепло, и даже если печка не горит. Вот ты для него вот такой дом. Рядом с тобой он не напрягается, роли не играет. Ну, в смысле, маски не одевает. И это его цепляет очень сильно. Но при этом он сам себя вот в рамки, как говорится, зажал. Он внутри уверен, что сейчас он не имеет права дать своим чувствам развернуться. То ли обязательства какие-то есть, то ли там хвосты какие-то нерешенные. А может вообще просто страх, если он вглубь полезет, то, как говорится, спугнет тебя. В итоге что получается у нас? Он реально думает о тебе вот вечерами, переписку, возможно, перечитывает, да, там смотрит, как ты реагируешь, как ты смеешься, какие шутки ты пишешь, и внутри у него вот эта живая волна идет, он к тебе мягко привязан. Может, даже ловит себя даже на ревности, если видит, ну, что кто-то у тебя появляется в окружении. Но сверху он, как говорится, на эту кастрюлю кипящую ставит крышку. Типа, я должен вести себя нормально, да? Должен вести себя адекватно, должен вести себя правильно. Я не имею права вылетать в эту историю, пока не решу свою. И в голове вот это вот «надо быть честным». И от этого у него внутри напряжение, потому что вот чувства есть. Они светлые, они вообще без грязи, но он их все время под контролем держит. Он боится ошибиться, он боится, что если шаг сделает, да, к тебе, то сломает какую-то конструкцию между вами. Понимаешь? Поэтому он выбирает вот эту, как сказать, внутреннюю верность, без вот этих громких слов, понимаешь? И чувствует он к тебе глубокие чувства, вот честно, по-взрослому, да, я бы сказал. Но живет так, как будто ему пока нельзя. И он этим, ну, сам себя мучает. Потому что эмоции, они-то не выключаются, как бы он вид не делал, что у него там все по полочкам, и мы просто друзья. Что о тебе думает? Ну, знаешь, ты у него в голове сразу в двух ролях. И обе сильные. То есть, с одной стороны, он считает тебя вот человек, который с тонкой душой. Ты мягкая, ну, это он о тебе так думает. Умеешь чувствовать, умеешь слушать, поддержать, если надо. И он замечает, как ты там реагируешь на боль чужую, как ты умеешь словами успокоить, как ты человека не добиваешь, когда человеку плохо. И для него ты вот, так сказать, эмоционально взрослая. Вот такая ты для него. Не истеричка, не липкая, а вот точная. Где надо молчишь, где надо поддержишь, где видишь ложь, как говорится, отстраняешься. А вот с другой стороны, он в тебе очень приземленную, надежную сторону видит. То есть ты не витаешь в облаках, в розовых соплях и в прочих вот этих штуках. Ты можешь сама о себе позаботиться. У тебя свои дела, свои деньги, свое, как говорится, поле картошки. Ты не сидишь и не ждешь, пока кто-то тебя, какой-то мужик или голубой вертолет придет и спасет. Нет. И вот этот мужчина, он думает, что ты вот умеешь совмещать сердце и здравый смысл. Вот примерно вот так. Ты можешь, то есть, и обнять, и накормить, и пендель моральный дать, если человек в болото ныряет, да, так скажем. И ты для него не девочка для развлечений, нет. Ты для него женщина, с которой можно жить, жениться, быт строить, вопросы серьезные решать. И причем не теряя при этом всем теплоту. И тут, знаешь, еще один важный момент. Он уверен, что ты не будешь цепляться за него из-за вот этого страха остаться одной, который у 99% женщин.
Он понимает, что у тебя есть своя ценность, своя опора. И вот это он уважает в тебе, и его это немножечко пугает. Ну, пугает, потому что он понимает, что если он начнет резину тянуть, да, там, или играть, врать, то ты просто отойдешь. Без криков, без скандалов, а тихо и окончательно просто уйдешь. Это его немножко пугает. А уважает тебя, потому что рядом с тобой не нужно вид делать, что он какой-то там супермачо, супергерой, и вообще маски не нужно одевать. Понимаешь? В целом вот в его голове ты вот этот редкий вид женщин, которые и про чувства, и про дела, и, как сказать, на первого встречного не кидается. Понимаешь? То есть ты женщина, с которой не стыдно, как говорится, в любой компании появиться. Не страшно, как говорится, лечь в одну лодку без всяких масок и спокойно говорить про планы. То есть ты не инфантильная, вот это все. Поэтому он к тебе относится в уме, знаешь, вот очень аккуратно. Даже если вслух он этого не показывает, но ты для него эталон. Понимаешь, ну вот какая-то нерешенная проблемка есть. Вот такой у нас расклад. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и обязательно приходи ко мне в чат. И помни, что я с тобой рядом.